Приветствую вас на канале. Сегодня посылка из Турции. Этот товар заказан на AliExpress для автомобиля моего товарища. Доставка за 2 недели со отслеживаемым трек-номером. Это не первая покупка в данном магазине ВНС. Ранее уже приобретал эмблему на капот и пластиковые такие заглушки для боковых зеркал автомобиля Mercedes с кузовом W115. Как правило, магазин декларирует посылки в реальную стоимость. Тут 19,89. 19,90 я уплатил. И здесь находится отражатель для передней фары. Пока заказали один, чтобы проверить, подойдет ли он. Магазин специализируется на продаже автотоваров Mercedes-Benz. И, как правило, эти товары производят в Турции. В данном случае это вот A-Far автолампа. Сделано в Турции, все указано здесь. Так, давайте посмотрим. Так, в комплекте вот такая резиновая заглушка. Какие-то элементы фиксации. Сейчас я все это выложу отсюда. Здесь все. Да, отражатель металлический. Здесь вот такая пружина. Я так понимаю, это вот сюда фиксируется потом. И это отверстие также вот имеет резиновый такой уплотнитель. Так, и вот такие вот элементы фиксации какие-то. Стрелки 3 штуки под винты и пластиковые. Нет, это не пластик. Ну, такой мягкий пластик гнется. 3 штуки также. Так, и, наверное, продемонстрирую диаметр. Диаметр около 185 миллиметров максимальный. И глубина миллиметров 70. Ну, такая зеркальная поверхность и все металлическое. Да, вот рассмотрел эту вещь повнимательнее, к чему можно придраться неаккуратно, значит, приваривании вот этих вот петель, лепестков. Даже она как-то подржавевшая немножко. Далее возле вот этого отверстия есть какая-то деформация. То есть она идет ровно, а потом здесь как-то сюда. Здесь вот немножко поцарапано. Вот такие царапки где-то еще видел. Да, вот здесь вот в лите есть бугорок из-за этого лепестка. Здесь вот какая-то коцалка небольшая. Здесь. Ну и вот этот вот отражатель, он как-то плохо закреплен. Буквально тут лепестками загнут. И так болтается. При движении, не знаю, может он как-то еще фиксируется лампой, упирается в нее. Но пока мне вот это дело не нравится. Сравнивая этот отражатель с оригинальной фарой, вот Леха для автомобиля, которого он приобретался, предоставил мне на обзор переднюю фару в сборе, вижу небольшие конструктивные различия. В оригинальной фаре лепестки крепления зафиксированы с помощью болтов с гайками. В турецком же отражателе они небрежно приварены. Есть отличия в креплении патронов ламп, но в принципе все это можно здесь установить. И даже установить вот эту вторую лампу. Правда, необходимо каким-то образом, по-другому подключить второй контакт к ней. Вот таким вот образом все можно здесь зафиксировать. Кстати, здесь также вот этот вот колпак или отражатель, он также немножко так поболтается. Он несколько иной формы, чем здесь, но болтается. Здесь более так вот. Но в принципе все это можно дополнительно зафиксировать. Но существенное отличие, из-за которого Леха отказался приобретать второй отражатель, это в низком качестве отражающей поверхности. Вот сравнить оригинальную слева и турецкую справа. Здесь несколько другая обработка, из-за чего будут снижены яркостные характеристики передней фары, что скажется на безопасности управления автомобилем в ночное время. Именно поэтому я все же рекомендую приобретать, пусть и бывшего употребления, но все же оригинальную фару, точнее отражатель для этой фары. Так, и у меня еще один товар, также к Лехиному Мерседесу, доставили из Словении в Беларусь со отслеживаемым трек-номером. Приобрел на eBay, посылку задекларировали в реальную стоимость 19 евро, плюс доставка была 8 евро в Беларусь. Удивительно видеть такую коробку, и так скрываю, потому что то, что здесь находится, гораздо меньше габаритов. Вот, в принципе, и все. Куча бумаги. И внутри всего лишь вот такая панелька из акрила. Также для винтажного автомобильного радиоприемника. Соответствующей здесь шкалой настройкой и отметкой диапазонов. Также есть отверстие под ручки регулировки настройки, там тюнера и громкости. И это, наверное, под светодиод. Что-то компенсировать не смогу, так как приемника у меня нету. Но вот такую панельку реально купить на eBay. Но правда не очень дешево. Возможно, кому-то будут важны размеры. Общая длина 184 миллиметра, ширина где-то 56. Качественная, хорошая панелька, выглядит как новая. Возможно, это новая, да.
Кстати, у продавца есть еще подобная панелька, но немножко другое, другие обозначения. Вот этого надписи с номером нету. Узнав о получении мной панельки, Леха тут же притарабанил мне приемник, антенну и динамик, чтобы тут же все установить и проверить. Отмечу, что есть заметное отличие в оттенке цвета новой панели от оригинальной. Она несколько светлее. В остальном же все аналогично и в размер. Вот установил ее в серебристую рамку, панель зашла как родная. Автомобильный радиоприемник Becker Европа, да, так называется, правда неизвестно какая модель. Оснащен только моноусилителем и здесь всего лишь один выход на динамик. А вот так звучит этот радиоприемник. Это FM-диапазон. К слову, за сутки в территории Украины проследовало 77 граждан. В режиме вместе Добавил высоких. Госпогранслужбы Украины, все украинские погранпереходы на границе с Беларусью, а также отдельные авиационные пункты пропуска приостановили свое функционирование. Скоро закончится. Несколько автобусов с белорусскими туристами вернули. Кстати, вот это отверстие, которое я считал, что это выход светодиода. Нет, за ним находится конденсатор переменной емкости. Но что настраивать, я так не понимаю. Инструкции к нему у меня нету. Как пользоваться, в принципе, не знаю. На тыльной стенке есть коммутирующая крышечка на разъеме, которая соединяет выход радиотракта и вход усилителя. Первый крайний контакт, ближе к общему, это именно выход радиотракта, а второй контакт это уже вход предварительного усилителя. Вот здесь стоит плата, управление громкостью и темброблок. Низкие, высокие частоты. В этом ролике это вот все товары, их только два, и все это для Mercedes W115. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, если этот ролик был кому-то полезен. И встретимся здесь же. Пока, до встречи.